Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Всегда говорю, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о вашей личной истории. Но если подключить интуицию, я надеюсь, какие-то подсказки вы определенно получите. Хотя, конечно, может и не проиграться все те события, которые нам рассказывают на картах, или они могут проиграться. Иногда так бывает у совсем небольшого количества людей. Итак, важное событие будет первая карта. Неожиданное событие. Что может помешать или чему сейчас не время на неделе? А что будет помогать, что будет радовать? Давайте достанем карту, что скрыто. Может быть, кто-то скрывает, может быть, и мы не придаем значения. И дальше по основным сферам жизни: дела, работы, бизнес. Что по финансам на неделе? Что личная жизнь? И достанем карту совет от карт. Подведем итог. Итак, важное событие. Ну, здесь по королю мечей, как от вашего хождения по инстанциям или по каким-то бюрократическим, может быть, вы ходите чиновникам, да, решая тот или иной вопрос, оформляете документы. У кого-то вопросы, связанные с банком, у кого-то из вас вопросы с врачами. Или дома вы можете что-то переделывать, проходят узкие специалисты, также, которые, как люди, работающие с металлом, или те специалисты, узкой направленности. Почему я про дом сказала? К примеру, нужно переделать электрику или сантехнику, да, и мы обращаемся за помощью именно к тем людям, знающим, которые от начала до конца и могут сделать, и мы как бы будем лишены какой-то головной боли. Вот у каждого какая-то своя здесь задумка. Не должно быть риска. Это самый главный момент по этой карте. Мы не должны нарушать закон в любом контексте. И вообще карта где-то рационализма, холодного, здравого смысла, расчетливости, материализма, потому что король мечей наиболее удачлив: дела, работа, бизнес и деньги. Вот в этих во всех сферах будет все так, как мы хотим. И карта нам еще и говорит, что мы сами-то должны в этих же энергиях оставаться, нет места импульсу. Что-то нужно решать хладнокровно, рассудительно, расчетливо, может быть. Вот без этого мы не обойдемся. И мы можем столкнуться с представителями власти, законной власти. Поэтому, к примеру, за рулем авто не превышаем скорость. Ну, так вот на всякий случай. Ведь никогда не знаешь, где тебя закрутит. Поэтому здесь береженого Бог бережет, и поэтому холодный расчет, когда мы не, ну, где-то даже если очень куда-то торопимся, умеем себя остановить и быть беспристрастными по какому-то вопросу. Это для нас все плюс. Давайте мы посмотрим. Неожиданное события. Еще один король. Вообще, да, если вы идете согласовывать какие-то подписания документов или соглашения, контракты, да, или вы отправляли резюме и идете на собеседование, опять же, себя как будто позиционировать, вот здесь, скорее всего, со знаком плюс, потому что когда короли, и чем больше их выпадает, это люди, которые, опять же, отчасти наделены властью, либо наш вопрос зависит от их решения, и, значит, скорее всего, будет более удачным к исполнению наше желание или наши какие-то планы будут реализованы, когда мы со всеми где-то договоримся. Или, может быть, мы встретимся даже с чиновниками высокого ранга, но у нас есть возможность, опять же, осуществить то, что мы хотим, то, что мы себе поставили в план. Хотя в неожиданностях, конкретно если эту карту рассматриваем, король кубков часто говорит, две как будто составляющие: финансы и отношения. У кого-то отношения. Личная жизнь будет или какие-то события, это в позиции неожиданности, вы можете что-то узнать. Или по финансам тоже какой-то свой вопрос решить. Не могу сказать, что это какие-то неожиданности. Может быть, и знакомство с человеком, который рожден под знаком стихии воды,
Это у нас рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент. Эта карта еще мудрости и интуиции и опять же где-то расчета. Потому что король кубков, он умеет разделять. Там, где нужны эмоции, вопросы любви, страсти, отношений, да, вот он их там применяет. Но во всех остальных вопросах он практически как король мечей. Он очень расчетлив, хладнокровен, он умеет сдерживать эмоции, он умеет их не ставить на первое место. На первое место у него будет одна ситуация. Вот где-то, видимо, в любых неожиданностях нам нужно оставаться хладнокровными. Чему сейчас не время или что может помешать? Ну, нет у нас ничего, чего бы нам тут прямо капитально мешало. Но это карта самодостаточности, это самореализации карта. У нас показан хозяин ресторана, который поднимает кубок за себя и посетителей. Позиции, чему сейчас не время, рисковать собой. Всем тем, что вы достигли, вашим положением в обществе. Все то, что для вас дорого, ценно, может быть, отчасти где-то это про отношения, но и не думать где-то, что у вас очень сильная позиция, мои дорогие овны, в принципе, на эту неделю посмотрите. И, знаете, не быть чересчур самонадеянным. Наверное, про импульс я уже сказала, но иногда вот это чувство самоуверенности, да, ведь оно чаще помогает, но иногда это, знаете, как бы превалирует и не дает рассмотреть какие-то мелочи. А порой мелочи как раз определяют что-то более крупное. А здесь мы не имеем права на ошибку. Правда, вы словно, ну, чему сейчас не время? Не время на кон ставить свое благополучие, в принципе, понимаете? А что нам будет помогать, что будет радовать? Какая-то информация, которую мы буквально раскопаем. Как решить тот или иной вопрос. Нам будет помогать, допустим, по этой карте такое может быть, как кто-то проболтался, и мы узнаем случайно правду. Может быть, эта правда уже была днями раньше, а то и месяцами, но мы узнаем на этой неделе. Значит, на этой неделе какие-то глаза налево словно открываются, и мы видим новые реалии. Нам может помогать, как ни странно, проходит по этой карте человек, который или люди, которые обладают сложным характером, буквально врываются в нашу жизнь, пытаются нам что-то доказать или продвигают какие-то свои идеи. Но так делают это с напором, что вот я так сказал, вот это абсолютно последнее, как истина, и по-другому быть не может. Мне можно доверять, вот что-то такое. Но опять же, вот такие подобные персонажи могут и для нас что-то сказать полезное. Поэтому нам и говорят быть рационально хладнокровным. Даже, знаете, подсказка, мы никогда не знаем, когда придет. Так вот, кто-то проболтался, а для вас это может быть как пункт, новый пункт в вашем плане или в какой-то стратегии, как лучше обустроить то или иное дело. Или когда вы сами наверняка, чтобы себя словно подстраховать, вот ищите информацию, например, как в отношении вас работает тот или иной закон, или вы хотите что-то осуществить. Может быть, кто-то уже данным вопросом занимался. И вот нахождение вот этой самой информации нас делает и сильнее, и как будто тоже не должно быть риска, понимаете? Просчет какой-то должен быть, хладнокровие. И если нам необходимо куда-то отправиться, значит, придется куда-то, может быть, и поехать. С другой стороны, это к вам может приехать человек, может быть, сложноватый человек. Иногда это может буквально какая-то проверка приехать, но, значит, вам она как будто все равно будет помогать. Какое-то, может быть, взаимодействие с этим проверяющим. У кого-то и так ведь может проиграться. Что скрыто? Давайте посмотрим. Какая-то замороженная ситуация. Есть определенно что-то, что не стоит педалировать. Результата не получим. А вот как раз выйти из двойственных, качелеобразных моментов, найти выход какой-то из тупика, мы, скорее всего, можем. Или не попасть в этот тупик, понимаете? Здесь, наверное, 50 на 50 у каждого по-своему. Правда, не время риску, потому что впоследствии мы можем себя словно обезоружить или, будем говорить, в какую-то изоляцию поместить. Все-таки иногда это тоже проходит. Берегите себя, берегите окружающих, будем говорить, не превышайте скорость, не делайте ничего такого,
чтобы нарушило ваше благополучие, душевное равновесие, или вообще вступить в какие-то противоречия, может быть, с внешним миром, законом, окружающими, но точно не время. А вот выходить как раз из подвешенного состояния будет очень хорошо. Или разобраться с каким-то вопросом, может быть, найдя какую-то недостающую информацию. И тогда, если вот с работы с информацией более, скажем так, для нас будет плюс, потому что мы словно переворачиваем вот этот, как по карте повешенную, какую-то историю, и из какого-то тупика, посмотрите, у нас уже, если мы перевернем на 180 градусов, как будто, да, найдем какой-то выход из сложившейся обстановки. Наш человек, персонаж по карте, как будто танцует. И его эти цепи, они не удерживают. Это какой-то как волшебный танец. Вот, может быть, вам нужно предпринять что-то совсем не так, как вы действовали раньше. Но, повторюсь, подвергать себя опасности вы не должны. Дела, работа, бизнес. Посмотрите, вообще карта удачи, успеха. Тут правильно распорядиться возможностями. И повторюсь, опять же, сама по себе карта скорости где-то. Смены мы можем запланировать себе поменять автомобиль, например, даже по этой карте. То есть автотема, она присутствует на этой неделе. Для тех, кого это актуально, будьте внимательны. Но это карта успеха, когда мы отпускаем прошлое и принимаем все то, что приходит на наш порог, как какую-то реальность, как какую-то данность, сложившуюся обстановку. Или даже если это обстоятельства непреодолимой силы, как будто мы их не отрицаем, а продумываем до деталей, каковы наши действия. Вот так. Это, ну, больше с большим оптимизмом мы смотрим вперед. Карта, безусловно, говорит нам о каком-то успехе, в том случае, если мы избавимся от каких-то шаблонов. И, опять же, не будем убыстрять какую-то ситуацию. Старший аркан. Нам сказали, что как будто мы не должны так вот обособиться или подвергнуть себя риску, чтобы впоследствии в какой-то изоляции оказаться. Это тоже присутствует. У вас такие карты, мои дорогие овны. Но и опоздать куда-то мы ведь тоже не должны. По этой карте как раз и говорят, ты сам как будто искусственно не убыстряй что-то, это у тебя не получится. Но, видимо, меня смотрят люди из разных стран, и у каждого своя обстановка. Так вот, обстановка может быть таковой, что внезапно, словно, ну, как, наверное, в небесных скрижалях какой-то маховик приходит в движение, или это распланировано, и нам придется быстрее поворачиваться. Но при этом, при всем, сохраняя хладнокровие, выдержку и умение видеть, что по факту критическое мышление. Поэтому может походить эта неделя для кого-то из вас, как американские горки. С чем-то надо не просчитаться, куда-то нужно не поспешить, но где-то и нельзя опоздать. Держите руку на пульсе, мои дорогие овны. Финансы. Не время тратить финансы, это факт. Не время собой рисковать, не время принимать какую-то информацию, которая больше будет интересна людям. Это карта информационного хаоса. По финансам могут приходить совершенно разрозненные, если, допустим, у вас финансы из двух источников, или у вас пассивный доход какой-то, да, или, может быть, вы играете где-то на бирже, например. Тут вот какая-то чехарда, это точно может случиться. Почему? Потому что или падение, может быть, и рост валют, да, вот у каждого же по-своему, то это утром приходит одна информация, днем она меняется кардинально, а вечером приходит еще что-то и меняет вот эти две предыдущие. Нет какой-то стабильности самой по себе по финансам. Поэтому нам и говорят, не подвергай себя риску. Не время как бы какую-то игру вести или еще того хуже, и участвовать в чьей-то игре. Потому что мы не можем просчитать. Это кто-то будет манипулировать, но вы не будете хозяином положения. И у вас вот эта карта на финансы. Правда, будьте аккуратны. Что в личной жизни, мои дорогие? А вот нам говорят, что работай, у тебя все получится. Ну, как ни странно, не про любовь нам говорят. И одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Деньги как будто есть, но нам уже об этом дважды сказали. Посмотрите, одна карта самодостаточности и вообще, в принципе, материального благополучия. И здесь карта
финансового как и успеха, так и прогресса в делах по работе, в делах в целом, ну и в решении имущественных вопросов, недвижимости, ну и опять же денежных. И здесь все со знаком плюс, если мы, знаете, хладнокровно просто занимаемся привычной работой, выполняем то, что нам хорошо знакомо, понятно, нами исследовано, продумано, может быть, в мелочах уже понятно. Вот если мы как будто этим занимаемся, абсолютный какой-то прогресс на 1000% обеспечен. Поэтому трижды, наверное, не подвергайте себя риску, мои дорогие овны, почему-то такие карты. Я понимаю, может быть, не для всех это важно услышать, но тем не менее карта нам говорит, работай, все получится. Значит, если на отношения мы перекладываем, то тут мы больше сохраняем. Мы как раз по этой карте, если были какие-то сложные ситуации, мы можем договориться, найти общий язык. Сказать, что какое-то новое знакомство про любовь, ну, я, наверное, все же не могу, потому что больше карта говорит о продолжении или каких-то наших действиях уже в тех либо отношениях, которые уже сложились, либо с теми людьми, которых мы уже знаем. Не совсем тут про какую-то новизну и про страсть, про любовь. Здесь больше нас оборачивают в сторону благополучия. Давайте совет от карт посмотрим. Да, действительно, деньгами не рискуйте. Можно, знаете, как заработать большую сумму, но так и потерять ее. Наверное, будет наиболее актуально для тех, кто, правда, имеет какой-то доход, ну, несколько иной от того, что я хожу в офис или на какую-то работу. И, ну, вот что-то как риски вы должны просчитать. Хотя у кого-то может означать удачная сделка, правда? Такое может быть. Или для всех, для вас, мои дорогие овны, говорят, что продуктивный период для заработков, для работы, для построения карьеры, и если мы этому уделяем внимание, мы меньше попадемся на какие-то удочки в плане законов или исключить, может быть, авантюру в принципе на этой неделе, доверять только тому, что мы можем словно осязать, то, что нами уже проверено или уже опробовано, в чем мы профессионалы, ведь восьмерка пентаклей – это карта профессионала, и тогда из восьмерки пентаклей мы делаем десятку пентаклей. Деньги как будто будут, но, опять же, это все на сохранение. Обратите внимание, мыши сидят в этой карте возле сундука с пентаклями, и это символ, знаете, сохранения. Мышь или крыса, она все сохраняет, она умеет преувеличивать, она умеет держать баланс, и она знает, как себе не навредить. Вот в совете вам сразу про все, и про деньги, и что себе мы не должны. Но словно оплошав в каком-то порыве, может быть, в импульсе, не в правильных решениях, навредить, так это точно исключить. Одним словом, риск. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.